Здравствуйте. Нам написали, вешайся. А ты думаешь, для чего эта музыка включена? Или даже так. Нам написали, вешайся. И что мне на это ответить? Окей! Так, ну что, еще подождать, пока придет единственный зритель, потому что сейчас YouTube мне сообщает, что у меня 0 зрителей. Чем пока займемся или похуй? Можно уже начинать. Окей. Окей. Да, что-то сегодня... Нет, сегодня не кино. Вчера было кино, знаете, хорошо посмотрели.
Сейчас я свет выключу. Кончайте молчать в трубку. Вот вы заговорили мне в трубку. У меня теперь есть что сказать. Я еще, как обычно, попиарился у сосачеров. Никто не пришел, сука. Ну, наверное, вот это сосачер написал вначале «вешайся», и, наверное, он ушел. Это пришел чай, ну, видимо, ты поздно пришел. Если что, у меня было хуевое настроение, но перед эфиром оно исправилось так немного. Но когда я начал эфир и в течение 10-15 минут никого не было, оно у меня опять упало в минус. Поэтому я решил не мучиться и пошел спать. Отталкивающий символ. Ну да. Нам именно его. Как что-то уебищное меню немножко. Ну, черный плотный квадрат. И вот эти вот звуки немножко слишком выделяющиеся для эффектов меню. Техниколор, блядь. Ну, техниколор, видимо. Титры? Что Венку принес? Процент людей поддерживают припадком соседства визуальных эффектов, например, мерцающего цвета или изображений, которые могут появляться в видеоиграх. Люди, не испытывающие ранее подобных приступов, не страдающие эпилепсией, могут не своей болезни, которая может спровоцировать эпилептические припадки, связанные с повышенной чувствительностью свету. Симптомы этих приступов могут быть разными. К ним относятся головокружение, искажение визуального восприятия, сутуление лицевых мышц, ненатих, подергивание либо дрожание рук и ног, и потеря ориентации, спутанность или кратковременное помутнение сознания. Если вы обнаружили любой из этих симптомов, немедленно прекратите играть и проконсультируйтесь с врачом. Если вы или ваши родственники страдаете припадками или эпилепсией, действие игры разворачивается в Соединенных Штатах Америки в 1947 году. Для отражения действительности того времени Лорetta содержит... Блять. Ясно. Интересно, какие же слова, которые заставили разработчиков заранее извиняться? Думаю, я не успел прочитать вашу цитату, блядь. Heart of Darkness. Чё с звуком проблема? Дарья Водянкина. Что пока плохо. Меня зовут Лоретта Лухарис. Так, ясно. А войс-актинга не будет, блять. Мне читать. Друзья, зовут меня Лора. Мне 38. Я стримерш на вебкаме. Я родилась в маленьком южном городке, о котором вы и не слышали. Да едва мне исполнилось 16, сбежала на восточное побережье. А восточное это Нью-Йорк или Лос-Анджелес? Восточное. Кажется, Л.А.
Нетолог, без работы и без соп. И не очень хорошая домохозяйка. Несколько месяцев назад мы с мужем переехали на ферму, дом его родителей. Жизнь здесь хоть не то чтобы простая, хотя мы кое-как справлялись. Но 2 недели назад Уолтер бесследно пропал. Миссис Харрис? Меня зовут Фрэнк Чемберс. Я разыскиваю вашего мужа. Вы из полиции? Я уже говорила с шефом, шерифом. Мне нечего добавить. Нет, мэм. Я веду частное расследование. Люди в Нью-Йорке, важные люди, очень хотят встретиться с Уолтером. Какая ваша фамилия? Вы сказали, какой-то тупой нуарный пан. Чемберс, мэм. Рассчитывайте. Chambers of Gun. Чемберс вытирает шею платком. У вас очень милый дом, мэм. Прекратите. Даже я терпеть не могу это место. Это дом Уолтера? Его родители. Вы ведь не отсюда? И не из Нью-Йорка тем более? Не испытывайте мое гостеприимство. Простите. Не хотел вас обидеть. Мне платят, чтобы я задавал вопросы. Сколько мы еще шаблонных нуарных цитат слышим? Моя единственная забота — Харрис. В сущности, я должен стать жив ли он или мертв. Почему нельзя взять топор? Ну чё, кошатница стайл. Квест я вижу по механикам. А, не. Это как мышкой все равно еще. Мам, как давно уехал Уолтер? А чем тут курсор? Ну вот, не совсем кошатница стайл. Вы знаете чего-нибудь? Вас должна быть это дорога. Мистер Чемберс. Вы пьете что-нибудь? Боялся! Вы уже не предложите. Кухня дальше по коридору. А я пока топор возьму, да. Блять, не знаю, где топор. Не ответите? Нет. Лучше потом русалок выгорял. Лучше-то? Ты гарантируешь? Ты жопой отвечаешь? Тут еще и point клик элементы есть. Извините, это не элементы, это здесь point клик. Надо поговорить с мистером Харрисом. С кем я разговариваю? Это Патрик Фитджеральд, издательство Atlantic Press. Будьте добры, позовите мистера Харриса к телефону. Это очень важно. Мистер Харрис не может подойти, его нет. Когда он будет? Мисс? Это касается его романа. Мы не получили вторую часть. Контракты уже готовы, но... Мисс, не могли бы вы бросили трубку. Бросили трубку.
Точно не я нажала на рычажок. Бывает. Голова лося. Я пошла. А, блять, кухня тут. Боюсь, кожаным лимонадом нечего предложить. Блять, а я-то думал выпить что-то покрепче. Идет просто вода, мэм. Горло пересохло. Из-за дороги. Скажите, мэм, а ваш супруг, может, он оставил записку? Или письмо? Нет, по крайней мере, я ничего не находила. Как и люди шерифа. У вас приятно пахнет миндалем. Простите. Не, давай еще раз. Октябрь, апрель. Нуклеарный семье. Как у Уолтера обстояли дела с работой? Мистеру Уоллесу это интересно? Нет, мам. Это весь празднование интереса. Жаль, настоящая работа детектива мало похожа на то, о чем пишет ваш муж в своих крутых детективах. Не знаю, пока как-то райтинг у меня тут вызывает поднимание одной брови. Это... Ну, возможно, потому что мне приходится читать это. Нет. Своим тупым голосом. Таков жаль, мистер Чемберс. И лимонад, блять. Флорида, это в Флориде. Это в Флориде крокодилы или кто там? Нет, на Флориду. Если крокодилы, то нет, не Флорида, не похоже. Хотя я сужу по современному. GTA 6, да. Это влажность меня убивает. Обтирать лицо платочком. Не помню так его с весны 39-го. А что это за музыка? Это в поле. Фермера. Хороводы водят. Уолтер сдает им землю в аренду. Включает, чтобы было не скучно ведь. Радио включает. Взгляд Чемберса скользит по бедрам Лоры. Лора решает этого не замечать. Крокодил-аллигаторы, да, правильно. Нет. Мне из того, что я знаю о Флориде, почему-то она очень нравится. Болото, все какое-то моча желтая. Досадно, что такая женщина, как вы, зашибает в этой дыре. ВШВД. Очень любезно. Спасибо. Утирает рукавом губы. И много у вас земли? Я так не умею свистеть. Не обольщайтесь. Она давно в залоге. Я загляну и взгляну на двор. Как угодно. Что за... Это трубы. Пять.
Мы недавно провели водопровод. И теперь иногда... Простите. Да придется спуститься в подвал. И да, в подвал. Окей. Ну вообще, почему я эту игру решил поиграть? Без причины, просто так. Я не знаю, может быть говно, может быть норм. Каких-то причин, каких-то сильных гарантий, что это что-то годное у меня нет. Конечно, в Steam 9 из 10 рейтинг, но в Steam много у чего высокий рейтинг. У каких-нибудь Moons of Madness тоже был высокий рейтинг, я плевался. Ну, по трейлеру неплохо, но сейчас в игре вижу что-то уебищный немножко стиль. Немножко этот пиксель-арт как слишком мыльный, что ли. Онак Скимо Кучиман Аутист. Товарищ, хуй изо рта выньте. Игра за 3 часа, наверное, проходится для нормальных людей. Я хорошо, если осилю за 9. Может вам помочь? Нет, не надо. Тем более, вам же хочется осмотреться. Я ж знаю. Я же знаю. Муж там привязан. В бандаже. В подвале сыро и темно, даже слишком. Пахнет плесенью. Чемберса изо рта пахнет примерно так же. Лор с трудом находит водопроводные трубы. С виду все в порядке. Ну вынь ты уже хуй изо рта! Не понимаю, что от меня, блин. Но от них исходит нездоровое гудение. Присмотреться. У нас теперь это текстовый квест, ага. В одной из труб что-то застряло. Должно понять, что именно. Попробовать вытащить. Лора протягивает руку. Нечто мокрое и волосатое касается пальцев. Лора хватает и тянет на себя. Здрасте. Дохлая крыса. Могло быть и хуже. Бдение прекратилось. Пока что. Похоже, Чемберс вышел на двор. Так. Не, если за полтора где-то... Ну да, я где-то 1,5-2 часа, если в таком же духе будет продолжаться, то дроп. У меня есть другие игры в планах. Скажите, миссис Арис, как думаете, где ваш муж сейчас? Может, есть хотя бы идея? Ну, в колодце. Не понял. Меня зовут Лорetta Лухарис, но друзья зовут меня Лора. Я безработная домохозяйка, застрявшая в дыре, где нет ничего, кроме солнца и сраной пшеницы. 2 недели назад я убила своего мужа. Ну ладно, посмотрим дальше. Гиперборея 12. Что это, блядь? Гиперборея 12 игра.
Чё-то ничего не гуглит по запросу Гиперпорея 12. Рири. Блять. Что? Что? Не рассчитывая на оправдание, я все же думаю, стоит рассказать историю про с самого начала. Не для того, чтобы вы меня простили, господа присяжные, что в принципе невозможно, но чтобы скучающий ум, читающий эти слова, хотя бы попробовал меня понять. Наши с Уолтером отношения дали трещину задолго до дня его смерти и задолго до переезда на эту чертову ферму. Поначалу мне даже нравилось. Идея променять шумный город на тишину деревенской жизни. Самообман, конечно. В жизни женщины не так много выборов. Ты повернешь пару раз не туда, и вот ты уже человек второго сорта. Мне же стало казаться, что все мои выборы оказались неправильны. Так, стоп, дом русалок. А зачем ты рекомендуешь дом русалок? Если тут у нас... Если тут нам не нравится, а? Не знал, что это тоже разработчик. Ожидания добавь. Странички в стиле-то нет? Так. Нет, ребята, дроп. Ладно, ладно. Сейчас я название на ютубе поменяю. Вот. Мой ненаградный тут. Часов на 10. Я не знаю, сколько он часов, но сколько надо, столько и буду проходить. Переходим к модам к Скайриму.
Сообщение от разработчиков. Эту игру разрабатывала команда из 3 человек. Блять! Дайте мне прочитать, что вы пишете. И да, это в одно время было модом к Скайриму, потом сделали отдельной игрой. Наши... Кажется, игра про попаданцев. Hey, Я уж... you're alive. Я на секунду подумал, When что I и тут tried to озвучки не river, I thought будет. you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some. Отдай мелочь! So, wanna tell me who you are? А чё у нас только 2 варианта? А где какой пол? Это женский? Чуть не похоже. Ребят, какого мы пола? Я не могу выйти. Это типа греческий твинк и греческий дом. Ну, видимо. Исторически корректные греческие негры. Я Well, старый. it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Выберите предысторию. У вас есть личное оружие, но пуль всего 10. Придется использовать их с умом, возможности пополнить боезапас не будет. То есть это такое, я вижу, с как бы с RPG элементами. Просто такой выбор. Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. То есть настолько вытащили из реки и сразу дают квесты. Worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Если сейчас задам пару вопросов. Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? А ты не охуела мне сразу поручение давать? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Комьют. Кстати, комьют. Запомните, мы учим английский. Учим английский с диджеем. Комьют что значит? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Совсем не подозрительно.
All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Интересно, блядь, начало. Ну, нас из реки достали, мы мемов не знаем. Look, if you really want to know all the tragic details, perhaps I can fill you in after you find Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. Ну вот вполне тебе Maybe the two шутка of на you can piece тему. together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him. Типичного начала Элдерскролла. You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Мобила есть? Great. So you're ready to go look for Al? Кэрон, блядь. Анимация тела, анимация глаз больше, чем во всем тело. Ну, 3 человека делали игру. Мне хочется нажать себе пас. Знаете, в прошлой игре мне сразу хотелось какую-нибудь хуйню делать, потому что настолько не цепляло. А тут еще ладно, тут еще нормально. Можно play along. My hero. The entrance is just past those columns behind you. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Какой-то прокро. А, ну она ж нас спасла, блядь. Не сильно тормозит. Но у меня в любой момент может слово дрова от Амуде слететь. А вчера... Ой, блядь, что-то у меня... Так, что-то у меня глазком немножко. Может, размытие вырубить? То есть ничего определенного, но как-то... Или я просто давно в такое не играл, что глазам странно. Ну, пусть немного останется. Кажется, лучше. Но все равно странно. Что-то эффект не понизил. Ну, вот что-то работает вроде. Игра какого? 19-го года. Где-то. Или нет? Ну, вроде рванины нет. Я не знаю, что у меня с видеокартой и почему у меня слетают дрова. Последний раз у меня слетали дрова, когда слетели дрова. Ну как слетели? До этого у меня бывало что пару раз внезапно вообще сигнала от видюхи не шло. Ну, я перезагружал, нормально включалось, но там какие-то вещи, на которые нужны драйверы, не работали. И, ну, потом я заново ставил, нормально. А последний раз я писал гуи на расте в виртуалке с Арчем. И тут хуяк, и сообщение от Амуде, что-то там. Вот. Ты какие дрова поставил в HQL? Что такое в HQL? Оно ничего.
The ruins are just beyond those columns. Please, hurry. Проверенный не бета. Сначала Там два варианта загрузки. Обычный вариант и про вариант. Про. Второй про вариант 2022 года. Обычный вариант свежий год. Поначалу ставил обычный вариант, потом в этот раз поставил про вариант. Поставлено все не через мелкомягких, а просто с сайта Амуде. Обновление мелкомягких у меня давно сломано. Пришло время переставить Windows. Ну, еще это, короче, проект свой доделаю. Back already? What's up? Oh. Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Комьют. Know what I mean? Вы не сказали мне, что значит комьют. Как переводится комьют? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Look, if you really... Oh. All right, fine. Yeah, something like that. But right now, I have bigger problems, like finding Al. В перспективе мотаюсь. Это нет, просто дело в том, что оно... Это слово, которого прямо близкого перевода на русский нет. Это дорога до работы. Ну, то есть комьют это вот процесс твоего каждодневного путешествия на работу. Great. What? Thanks. Что кует? Дай помутировать. Странновато будет вода там.
Извините. У меня это в целый день в голове сидит. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Описано кто People зажег. have survived down there, against the odds. It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. Эй. Экзамп заполненный поношенной походной одеждой и пустыми пакетами из-под еды. В нем нет ничего ценного, все же странно, что я оставил его. Эй! Латинская скрижаль, надпись на которой гласит: «Любой, кто желает вступить в город, будет осужден, праведных ждет награда, вечная жизнь в раю, грешники же будут купаться в злате, но напрасно, ибо это станет их последним пристанищем». Надежно закрепленный золотой графин. Древнеримская статуя неизвестного мужчины в странной позе. Похоже, будто одна рука приветствует, а другая предупреждает. Чё-то я не знаю. Чё-то как-то высоко падать, ребят. Ай, блядь. Угу. Совсем можно без повреждений с такой высоты воду упасть. Угу. Голос и правда не сказать, что женский. Дай-ка я чуть погромче сделаю.
Это не мой. Самый высокий прыжок в воду был совершен 158 метров. Вот, а там где-то столько минимум было. Древний римская мозаика, изображающая превращающее золото. Как его зовут-то, я не помню. Историю. Мидас, да. Да, статуи поворачивают на меня голову. Когда я на них не смотрю. А еще то, что нас выловили из реки, Харон, все дела. Так, стоп. Я круг, что ли, сделал? Видите, гладиатор, пытающийся от чего-то убежать, чтобы заставить его обратиться в бегство. Урхик Эсне, переведите. Сам переведу. Урхик Эсне. Блять. Урхик Эсне. Да блять! Определите язык. Урхик Эсне. Ваюхи. Ну да, действительно. С какого языка? С греческого? Определенно автоматически, но не пишет какой язык. Ну заебись. Латинский. Ты хотел сказать шизофренией? Настень. Ой, у нас тут еще стелс, я так понимаю, будет, да?
Они ж меня потом за это отпиздят. А, спалил? А! Блять, какие-то неуместные невидимые стены местами. Так прикольно. Нет, нельзя упасть. Ты молящая помощь, которая так и не пришла. Сейчас я ей помогу. Okay. Почти. Эх! Ты за спину зайти повернет голову. Ну вот этот не повернул, хотя он вообще не поворачивает. Ну-ка. Ладно, не будем мутировать. Если дальше третий, то можно будет проверить. Там золотой висельник. Виднеется вдали. Бесит. Золотая статуя старика в современной одежде. Это должно быть тело, но как такое возможно? Ну вот бы и нашли его. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Интригующе. Так, поменять местами на другую сторону чатик поставить или похер? На нас повесит труд, откупимся золотом. Просто вниз. А можно не лезть в портал? Ну, обратно-то обратно мы-то не залезем.
Скоро загрузимся. Портал в прошлое это дело не быстро, конечно. Окей! Римский балерин с изображением огромного круглого портала, это уже очень интересно, кто они такие. Я вот, вернуться, как выяснить, как вернуться в настоящее время. Ну, мы же только пришли. Salve, friend. Я I'm что, Galerius. мой? Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you, and what were you doing in the shrine? I am from the future. Кто такая Прозерпина? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you, and what were you doing in that shrine? Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Витар, ты попал! Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Я не хочу к... Look, you seem like you might need a little extra help, and I'd feel a lot more comfortable if I showed you the way. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe И мы с такого на таком расстоянии there разговаривали. were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. What? Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle.
The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. I expect the magistrate wants to brief you about the Golden Rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Пошли. Пока выебываться не буду. Understand right now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. Нажмите на Е, чтобы When I was последовать. serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. Oh, another of one us fresh in out of the 10 baths, I would take die it. for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Окей. Здрасте. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Это вы? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Так, а вам чатик теперь сабы не закрывается? Синтила. Да, действительно, как я вас запоминать буду? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. Окей. Интересные феминитивы. It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. А кто-нибудь еще пропал одновременно с ней? I think so, yes.
that she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Понятно. She was black. I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Откуда ты это знаешь? Мне недавно сказали, что у вас 3 человека пропавших. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy? I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. I do. Выглядит уверенно. Хотя вот это вот. Oh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Ну вот уже проебали. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Это что? Поднятие брови. Do I need to ask? Да! Да! Do... Ладно, вот и поговорили, загружаться не буду. Блять, что бы списить? Мы в Skyrim играем. Оценила Синтию, пусть Юпитер, Оптимус, Максимус, Бигус, Дикус продолжает защищать и направлять вас. Спасибо за то, что сделали мне своей дочери за прекрасный колу на день рождения. А кто из них Синтия? Так, кто пропал или так, кто лежит? Не, Синтилла лежит. Синтилла пропала, а Синтия лежит. Обещаю, что вы носите ее всегда. Чувствую себя в безопасности и счастлив, чтобы мой отец, а Синь... Блять. Это Синтиллы записка, окей. А сестра, чувствую, что вы переживаете из-за выбора в следующем месяце и думаю, что если сумеете показать себя таким, каким я вывижу вас, сильным и надежным, сможете победить. Я уверена в этом. Окей. И правда, блядь. The many shall suffer for the sins of the one. What did you idiots do? Вот какое вот золотое правило. Синтия Майнер и есть Синтила. Нет, что делать? Ладно, загружусь. Для начала давайте загружусь все-таки. А то я и то еще не узнал, какое золотое правило. Ugh, this place has become a thoroughfare. Citizen. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name?
A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. Все-таки woman, We're да? always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. In good time. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the Выпустите меня из Писарска! 22 complete strangers brought together by Сколько the месяцев я living and прослушал? working together in Nine? a little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? 7, окей. Well, I'm not sure I believe that. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, А список грехов every можно? last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Если что, чатик перекрывает субтитры. Так я и спрашивал вообще-то уже. Перекрывает. Ну, а если я направо поставлю, то чатик будет перекрывать варианты ответов. Ну, список заданий, он не особо-то важный. А я писал, да? Окей, история. Душе! Значит, я не заметил. An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. И к чему это? С одной стороны, ну, с этим можно что-то поговорить, но это так настолько не к месту выпад такой.
Сразу представляется какой-нибудь любитель носить федору. I'm glad you agree. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault and rape, as well as theft and arson. Тризон, блядь! Какой тризон? У нас I have несколько made my человек. pronouncement Сколько? on Два this. десятка? Три десятка? Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them. Ну так, если не стригерилось, значит можно. Ко мне кто-то подключился или отключился. You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew... Остальные у вас откуда появлялись? You don't belong in our time, do you? Yes! 2,000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? Ну, короче, вас What had выебут become варвары. of this city? А конкретно этот город хуй знает. И все превратить в золотые I've статуи. imagined it, our downfall 1,000 times, but it still breaks my heart to hear the truth of it. All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Типа он в будущем этот ритуал проведет, чтобы я смог попасть в их прошлое. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Well, thank you for your candor, I suppose. Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. А я уже с твоей дочкой испортил. Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Ah, so you know about that already. It's a devastating loss, of course, but that was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the golden rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Still, if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Me? Why would you suspect me? I've just told you.
I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. If I understand Prosperna's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I Попаданец тут I обязателен. won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Ну, Make sense? в принципе, с попаданцем легче подавать, потому что, типа, он не знаком с местными обычаями, ему объяснять, а если бы это какой-нибудь нативный римлянин был, то ладно. Да, нужен человек со стороны. Нет, блядь! Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Это я! И бьет его по ебалу. No, I don't suppose you do. But I'm hoping that even if you're not burdened with a sense of self-sacrifice, you'll at least see the sense in self-preservation. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them, if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo. Только что хотел не... I heard wailing from there not long ago. ладно. Seems like something's not right. У меня есть карта? Нет, не похоже. Так. Не вводится. Ладно, хуй с ним. Command not recognized. Блять! Я зря... А вот эта команда есть, оказывается. Блять, я еще не сохранился. Ну, сейчас проскипаем диалог. Или засчитали разговор? Позже засчитали. Ладно. Ah, you've returned. Do you have any new... Нет. Sextus Sentius Imperiosus is my name, though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians.
It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you, so it seemed prudent. My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now, the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. Stranger. Чё-то как-то странно. Знаете, я тоже по реке плыл. I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Да, Since это бывший then, мод there's been Скарима, growing который взял отдельную agitation for игру. another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Very well. I've had plenty of time to think about it. Let me see if I can sum up my thoughts. I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. The real enemy in this place is not the golden rule, but human failings. The temptation to slide into degeneracy, greed, and hubris. I trust that answers your question. А? Я прослушал, повтори. If I did, I'd have led these people out of here already. Ask then. Good. Now, was there something else you wanted to discuss? Thank you. I'll be waiting here for news. Ну, очень рука тянется. Угу. Римская кочегарная лопата. Из бронзы. Пахнет золой. Это морковь фиолетовая. Такой она была до того, как начали выращивать современную оранжевую. Я и не знал. On your best behavior, I trust? What now? Мы можем посмотреть,
куда ты пришел в будущем. А, типа где этот... где колодец? Не знаю. Когда-нибудь будет. Когда-нибудь дойдем. Ну конечно, что тут много диалогов немножко. Предыдущие детективные игры, которые играл, немного на другом были построены. Ну окей, диалоги нормальные просто. I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others. And making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. I'm from Liguria, up north originally. I was doing alright for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then... nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I got floating so far downriver. But... Ребят, вам не кажется подозрительным наша предыстория? Ребята, мы в аду! Don't be. As Seneca the Younger said, difficulties strengthen the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Почему в аду? Мне явно в аду. I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Блять, можно на одной странице было? А? Ладно. Плебея. Так, читаем про себя. Или читать вслух. Замечательно. Ладно, похуй. Of course. Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. What's done is done.
I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it, so railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have. Кинетик, что-то не верю. For he that is so wants nothing. Музыку и окружение потише, голоса погромче, сейчас посмотрю. War crime. Что-то я его цитатки мимо ушей пропускаю. In times of war, the law falls silent. Seems that way. War crimes. Ridiculous. If you like. Блять. О. Извините. Скорее всего, шутки не получится, потому что я не найду то, что хочу. О, знаешь, блять, это прям чудо. Это час. Фильм длиной час 20 минут. Я ткнул в рандомный момент и сразу увидел то место, которое хотел. А за кого вы? Просто мне интересно. Ну, Путин, ладно, вы против. А за кого? Я за Зюганова. И я за Зюганова. Ладно, без контекста не так смешно. Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. I appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Веста это, которая богиня типа женщин, плодовитости, что-то такого. Alright. Так, сохраниться. Я отойду пописать. И надену кофту. Холодно. Без кофты мне холодно, а в кофте жарко.
Так. Богиня, блядь, семейного фига. Висталки. Это типа повитухи или нет? Сталки. Ну, собственно, жрица, оказывается. Просто жрица. Где я слышал это слово? Висталки освобождались от привычных социальных обязательств, отказываясь вступать в брак и сохраняя целомудрие на время своей 30-летней службы. 30-летний девственник Woman Version. Посвящая жизнь соблюдению религиозных ритуалов и поддержанию священного огня в храме. Фанат мочеполовых связей, окей. Ну че, еще полчасика где-то поиграем. Продолжение не знаю когда, но запишусь в расписание заранее, естественно. А вы точно слышите шепот, да? А? 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 On your best behavior, I trust? Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Ну чё, мы совсем больше не поговорим, да? Окей. Ну ж, блядь, Кэрон. Так, громкость подкрутить. Ну, сделал речь погромче. Так, на своей стороне при этом сделаю чуть потише. На вашей стороне сделал чуть потише. Так. Непонятно, тут время движется само по себе. Или только при... После каких-нибудь действий. Ливия парикмахер в данный момент отказывается работать. Окей. Вообще пока по геймплею, по подаче как какая-нибудь типичная CRPG. Ну, хорошая, типа, где диалоги не менее важны, чем боевка, даже более. Ну, посмотрим дальше, что из себя геймплей будет представлять. И как именно нужно будет.
Заниматься детективной деятельностью. Занятость враг. А где пропал? Нам сказали, что... А, вот пропавшие. Сказали, ты говорили 3, я 2 рассчитал. Врач? Окей. Я прочитал как враг. А, фильтр. Да, сори. Надо было выключить. Ах, где? Где эта тварь? Синти, ты? Ave. Хуявы. Где... Так. Пошлите, Лукреция. Чел! Ты уже час отжимаешься. What were you two talking about? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. If he's making a last-ditch effort to pick up votes by talking to a woman, he's even more senile than I thought. Everyone knows women can't vote. What else would you be murmuring about on election day? Mark my words, Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. And if I tell him you sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Ну, блять, я женщина, я не могу голосовать. Good, then stay out of it. Nobody likes Caput Murday foreigners interfering in an election. Ну, сраные, видимо. Капут мертвый. Can't hurt. The name's Domitius. You want to get to Malleolus, you go through me. Why? Because I am a gladiator. That's why. А, блядь. Не кажется ли у него, типа, такой... шотландский, ирландский акцент? You want to see me fight? Keep running your mouth, fatuous cunners. When Malleolus wins the election, yeah? This place will change. Ну точно. You won't even want to leave. You'll see. I think it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once he's elected. He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Чё я проебал? Чё он сделает? А, типа...
подскажет, как выбраться, если его изберут? Cause if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. We've already lined up the votes he needs to win. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Так, I think it's gone on long enough. просто что сделать золотым правилом, окей. Ну как бы тут сразу уже. Old man Sentius got you already, did he? У нас задача выяснить, кто нарушил золотое правило, а тут нам говорят, что он собирается положить конец золотому правилу. Так. Я опять проебал неписи. Fear is proof of a degenerate mind. Так, больше я ни с кем не успел поговорить, да? Ave. What were you two talking about? Я понял, что я смогу поговорить в другой раз, но решил пока не всех проебывать. Don't play. If it... What mob are you? Good. And I... What? You want... When I think... We've... Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Too bad. He's busy. Unless... No. You don't look like you could afford it. I'm glad you asked. See, he's a busy man, and this is an important day. He'll be inside practicing his victory speech for tonight. Left me strict instructions he doesn't want to be disturbed. So if you want to see him, I'll need something valuable in return. Yeah. Bribe? That's such an ugly word. What I'm looking for is more of a tribute to me, your soon-to-be patron. Dunno. Something good. У меня палка есть. Хочешь? Just make it good. Whatever. Just remember, I'll be watching. Патрицием, блять, устроился. Не видишь? А у нас 5-я колонна тут. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? А? Good. You be eaten alive, little runt like you. Nobody's told you about Hannibal? Ugh, why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. Как-то не исторически. Правильный диалог. Говор, но мне это нравится. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground. And hunched over him was something that made my blood run cold.
No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. Что говоришь на английском? Не говорю, но понимаю неплохо. If it was a man, maybe. But I swear on my life this was no man. Да, это скорее. Like a Strix. Or some Versipelus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. What any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Without a weapon? Well, it's your funeral. Пошли посмотрим, загрузимся, если что. Нам сказали, что типа они говорят на латыни. Ну а герой слышит на English. Ну они же слышат, они слышат, как он говорит на латыни, но с акцентом, но со странным акцентом, ясно. Ну да, можно и не загружаться. Я тебе про это пытаюсь объяснить. Они говорят, они все в основном римляне. Но он говорит, и не говорят с разными акцентами. И этот чел еще говорит с акцентом, похожим в нашем реальном современном мире на акцент, ну для меня похоже, шотландский, ирландский. Так что хуйню ты пытаешься объяснить, понимаешь? Как ты ответишь так? Это мне тут работу подогнал. Он мне подогнал заказчика. В качестве заказчика один из посетителей субботней конференции. Смогу ли я сделать то, что ему надо, или нет, пока непонятно. Так что, блядь, так что отъебись. Не могу сказать, что у меня есть работа, но ты все равно отъебись. Прочитать чужое — это грех или нет? Путь к тайному святилищу, войти в пещеру за театра, затем повернуть налево, направо на первой и второй развилке. От анонимного друга Октавии, да благословит и хранит тебя Господь. Господь? У нас ты христиане! Жаль, что я не могу рискнуть обсудить это с тобой лично, но если я не ошибаюсь, то ты такая же верующая, как... Я вообще-то пошутил. Видимо, нет, видимо, это не шутка. Возможно, ты не можешь открыто поклоняться, но знаешь, что ты не одна. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что тебе нужно где-то повалиться, можешь пойти в особое место в пещерах за театрах. Поверни направо на первой развилке и еще раз на второй. Ну это, блядь, точно грешники.
Мало трачу время, мало. Не могу больше. Ни сил нет. А если что, даже когда работы нет, я что-то изредка Pet Project. Ничего хорошего не сделал, но что-то пытаюсь. По работу пошутил, про то, что у меня про работодателей из субботней конференции. Нет, блядь, не пошутил. Я сплю. Я могу спать сутками. Ты блядь, не представляешь. Ну, это страшно, но я могу спать сутками. Ну и смотрю видосики на ютубе. Я не знаю, какие у них нужники, типа крутые, почти современные, которые с щеткой для чистки жопы. Нет, это не тот. Видимо, не тот работодатель субботней конференции. Партии сбор, да я не буду. A new face. Ave. Хуява! Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, Да ты христианка, я знаю все о тебе. The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity. Ой, да хватит выкобениваться! But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Второе письмо было Октавия, не Эквити, окей. Я эти имена, блядь, не запомню. You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? И тут вопросы задаю я. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. Погоди. Чё? Блять, Все, теперь до меня дошло. Причем я уже подумал, так, ну ладно, ну что это должно быть связано? Тут какая-то второе дно. И только сейчас я понял второе дно, хотя должен был понять давно уже. Хэрон Харон! Да, я только сейчас связал, хотя про Харона подумал давно. Но только сейчас понял, что эти имена похожи. You do? Well then, have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Да я уже понял. Good. Я уже заметил, спасибо. Please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Недалеко отстоит. Харон Кэрон. Не, как-то когда рядом произносишь, вроде не слишком далеко. Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair.
She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help. But she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the Golden Rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it Ну, broke her. окей. Конечно, для меня не очень реалистично то, что они все остальные не обратили внимания на это. Но то, что кто-то обратил внимание, то есть это жрицы, еще кто-то, окей. Это норм нравится. Только я бы, наверное, радовался, ура, есть жизнь после смерти. Я умер, ура, и тут что-то есть. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth, and come back to me if you discover any patterns. I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Ебош. Wonderful. It goes like this. Название знакомо звучит. Old married couple living a humble Я life автор. in a small town. One night, the town gets a visit from a couple of vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 Ой, они окажутся until finally they come to the богами. little cottage where Baucis and Philemon lived. Now the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food, wine, and a place to stay. Immediately the guests make themselves at home. They begin gulping down the old couple's wine, so much so that Baucis, the Это old был lady, Дионис. begins to worry they're going to run out. And then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic, realizing only a select few possess such powers. Says to her husband, Philemon, "I think these men are gods in disguise." Immediately the couple begins apologizing for offering such coarse wine. And the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that someone in the town offered them hospitality. Then Jupiter says to them, "You have passed our test, but everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you, who we will grant a wish." So old Baucis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish, which is for eternity together. Meanwhile, Jupiter carries through with his threat and wipes that city off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. А вот в современной версии этой истории они бы попросили не уничтожать город, и они бы согласились, боги. Вот поэтому-то общество и в жопе-то, блядь. Потому что люди недостаточно боятся.
cynic philosopher might take that view, but it's not entirely invalid, I suppose. Бля, я не разбираюсь, где какой пантеон был. It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. А могу я быть твоим кандидатом? All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. А эта игра состоит из диалогов? Нет, вроде бы. Но почти все, я думаю. That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me, either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent, but if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. А? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. As I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. As you wish. Certainly. And did you notice anything? A pattern? Блять, я заметил. Ну вот... Ну, я не знаю, как тут детективная работа устроена будет. Тут ж не надо самому вводить ответ. Окей. Потому что я заметил. Oh, well then. Keep asking people how they wound up here. Видимо, никаких инновационных способов не будет взаимодействия. And dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Опа-на. Да, я тоже не ждал. В остальных местах невидимые стеночки. Я в курсе. Так, а я чуть ранее что-то про храм Веста слышал. Кто мне о нем что-то говорил? Тави. Так. Я так. Опять залезть в канализацию, в цистерну, которая, не знаю почему это цистерна, что знаю, что такое цистерна, ну, туда могу пойти обратно. Только не говори, что заново все эти диалоги проходить. Нет, я сохранился прямо перед тем, как прыгнуть.
Так. Блять, карту бы еще дали, чё вы? Я жму на карту, а у меня появляются бабочки. Ладно. Ну чё вы карту поленились рисовать какую-нибудь красивую? Ну пошли по этому. Блять. Fresh meat, huh? Так, значит, тут там начальство, а тут храм Весты. А вот там что? Позиция офисов ПК. А чё, я жирная? Почему я не могу? А это тот секретный путь? Как там было? А, нет, не дали бы. Так. Ладно, пошли. What now? А, All right? с этим я уже говорил. Нет, за спину не поворачивает. Че эти нарядные? Greetings and salutations. Ты его нарядил, да? Вот фрик. Можно включить оригинальную озвучку на латыни? Нет. Так, прятаться. Сестра. Проживание трущобы. Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Yulia. She was a good woman. She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner.
So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall, but there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she Они ж cast типа that еще не snake знают, in her существует, eye with работает her оно dying breath. действительно или нет. Чернокожие медсестра в Римской империи. Они что там в Римской империи все были расистами? Ну, кто тут нормально историю знает, какого цвета там люди в окрестных землях были? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. Блять. Быстро записывали в рабов, никаких постов они не занимали. Она медсестра! Анончик. Медсестра, блять! I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked, and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Ну вот, видимо, в этом Кесарии были цветные люди цвета. I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt. Почему никто не сомневается в ее существовании? But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Oh no.
Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Статуя на улице как бы намекает на что? Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying, but I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed, and he's in constant pain. Ну окей, это как бы больше придает, но тоже... Ну золото, ну статуи золота. Ну кто-то, кто написал, придумал правила, позаботился о том, чтобы выглядело правдоподобно. He's become so irritable that the smallest things set him off, and I worry he'll end up losing his temper and lashing out, and you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Thanks, I suppose. Sure. What do you want to know? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and... So, maybe it's best we don't discuss it. Так, куда я стучал, было закрыто. Куда я хотел пойти? Hemlock, I believe. I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas's villa, and they are quite secretive. Gladly. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Юль! О, хуй! О, писька! О, статуя с писькой! May Apollo keep you safe. Вы не хотели статую куда-нибудь переставить, а? Вам норм? Так, мы скоро заканчиваем, но я смотрю, что-то много.